Да, эти гарантии безопасности, которые мы, Соединенные Штаты, вам даем, украинцам, они платиновые, так они их назвали, платиновые гарантии. Но действует это предложение очень короткий срок. Вариант, когда украинцы с силами своего ВПК и своих инженеров создали такой аппарат, исключается полностью. Не могли. Интрига, прямо настоящая интрига такая военная. Поединок умов, поединок командующих. Всем привет, снова на канале Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Так уж жизнь повернулась, что 2 раза подряд мы обсуждаем объемистые очень документы. В прошлый раз мы вам рассказывали о стратегии национальной безопасности США в новом издании. Ну а сейчас придется обсуждать итоговый доклад министра обороны Белоусова, который он зачитал на коллегии Министерства обороны. На этой неделе Минобороны объявила о нескольких населенных пунктах, занятых. Это Песчаная Герасимовка в Днепропетровской области, Варваровка в Запорожской области и Новоплатоновка в Харьковской области. Всего за год было занято более 300 населенных пунктов, о чем объявил Владимир Путин на этой самой коллегии. Но главное, наверное, все-таки это сейчас Купянск. Да, и, пожалуй, вот прямо с него и начнем. Хотя вот те населенные пункты, занятые, которые ты в выступлении сказал, они имеют большое значение на других участках фронта. Мы их обсудим. Но что касается Купянска, положение там как бы такое, что стороны оспаривают друг у друга сам факт контроля. И на наших глазах сначала совещание у Путина происходит, где ему докладывают о том, что знает. Потом сразу же, прям стык, что называется, за 1 неделю, Зеленский записывает свое это знаменитое селфи у Стеллы, значит, и всем демонстрирует. Все это на фоне очень интенсивных, прямо вот они носятся друг к другу в гости постоянно переговоров подготовки этого возможного мирного соглашения. То есть все понятно, что все на американцев, на европейцев все это рассчитано, конечно. Я исхожу из все-таки предположения, что это актуальная запись. Просто потому, что, там украинцы об этом не сообщают, на самом деле. Просто потому, что Зеленский записывал свое сообщение из места, которое российская армия и не контролировала никогда. И оно не считалось занятым. То есть он приехал на свою собственную территорию. Вот так скажем. Вот. Теперь, что касается вот этой такой интересной ситуации, которая возникла. Замах был у российского командования очень большой. То есть там же не о Купинске разговор шел, а шел разговор постоянно об огромном вот этом плацдарме за рекой Оскол на восток, где то ли 20, то ли 15 полноценных батальонов украинской армии попали в, как они называли, оперативное окружение. На самом деле, каким образом может быть оперативное окружение, если во всю длину фронта? Разговор шел не просто о Купинске, а о очень большом таком оперативном замысле. По масштабам абсолютно сопоставимый по замыслу окружения Мирнограда, Покровска. Вот прям так. Но у группировки войск центра, которая действовала на вот этом Покровско-Мирноградском участке, был самый маленький, нарезан самый маленький участок ответственности, зона ответственности, да, и на ней было сосредоточено наибольшее количество войск. То есть у него плотность войск у группировки центра была самая большая из всех. И там действительно были силы, чтобы вот этот оперативный замысел притворить в жизнь. И мы еще летом говорили, что 110 тысяч человек минимум, да, российских войск сосредоточено на достаточно таком компактном поле боя. Что касается Кузовлева и его
значит, замысла этого большого окружения, то у него таких возможностей не было, у него такого количества войск не было. Ну и известен этот вот как бы эффект, да, и когда человек пытается откусить яблоко больше, чем он может, он растягивает мышцы на челюстях. Ясно, что если ты не можешь откусить много, надо кусать маленькими кусочками. Вот это все и произошло. То есть, конечно, застопорилось сначала наступление, это было уже очевидно, что готовится контрудар, потому что при каждом контрударе сначала необходимо остановить противника, и российская армия продвижение остановила, то есть надо было уже понимать. Дальше основной-то удар наносились не с плацдарма в обратную сторону. Причем плацдарм, он реально существует. Это действительно украинская армия вот месяц назад где-то пыталась перебросить переправу через Оскол, туда завести какую-то технику, ничего не получилось. Вот, то есть группировка Запад так уверенно контролировала эти переправы, действительно этот плацдарм был оперативно отсечен. Но удар-то наносился с запада через Московку, Радьковку, Соболевку. Именно там. Черт его знает, как они в разных штабах там, в Киеве и в Москве рассматривают административную принадлежность тех или иных населенных пунктов. Может быть, эти все населенные пункты, которые перечислили, они не входят в Купинск. И вроде как это не Купинск, но тем не менее плацдарм на этой стороне Купинска уже российской армии сократился. И очень серьезные усилия украинская армия предприняла. Там действует второй корпус, по сообщениям источников. Да? Причем свежий, такой в хорошей комплектации, с большим количеством приданных соединений, отдельных частей. Общее количество до 20 тысяч человек. Это о чем говорит? О том, что в условиях вот этой торговли международной, когда надо наружу выдать результат, показать, конечно... Торговля между дипломатией. Да. ВСУ напряглось, естественно, по команде из Киева, и решило продемонстрировать. И они продемонстрируют, что, во-первых, вооруженные силы Украины до сих пор сохраняют возможность осуществить локальную операцию, значит, оперативного уровня в масштабах корпуса. Они... научились и умеют сосредотачивать резервы скрытно, потому что, может быть, там опять сыграла роль, что очень долго российские войска были в продвижении, и российское командование как бы расслабилось. Им казалось, что ничего произойти уже не может. Но это не имеет значения. Раз тебя поймали на твоем собственном психологическом состоянии, значит, ты недооценил противника. Вот и все. Значит, соответственно, у них получилось сосредоточить резервы таким образом, что это стало неожиданностью. Опять-таки мы видим очень большой такой параллель, очень хороший параллель с Добропольским выступом и с Курским плацдармом. То есть в Курск ведь заходили. С какой целью? В надежде, что российское командование снимет войска с Покровска и в Курск перекинет. Потому что вот типа своя земля, надо сказать. Этого не произошло. В Покровске как шло наступление, так и продолжалось. Мы понимаем сейчас, что, вообще-то говоря, похоже, что вот это вот отказ бросать туда все силы со всех направлений на помощь срочно в Купинск российской армии, чтобы купировать это контрнаступление, там, опрокинуть его и так далее, его нет. Его нет, туда значимых больших резервов не подкидывают. То есть такое впечатление, что это жертва, жертва на шахматной доске. То есть, может быть, есть расчет, что вот эти вот резервы украинские, которые там вдруг нарисовались в Купинске, будут перемолоты просто и сточатся, точно так же, как об Добропольский выступ. Такое возможно тоже, такое возможно. Но ситуация, интрига, прямо настоящая интрига такая военная. Поединок умов, поединок командующих. Если брать в расчет сводки Минобороны, в ДНР на этой неделе как будто бы не было особого продвижения какого-то. Может быть, я неправильно интерпретирую это, но просто дело в том, что все взяли, и ты говорил, что должно быть какое-то продвижение в сторону Краматорска, в сторону Славянска. Если и будет какое-то продвижение, то это логично туда. Значит, был захвачен Северск. Он был захвачен в короткие сроки. Сейчас там идет перегруппировка.
Но войска от Северска на запад ушли уже в сторону Славянска очень далеко. То есть 3 с лишним километра уже за черту города зашли. Там просто нет никаких населенных пунктов. Да, там нет населения. Один есть, но в принципе ты прав. Да, они просто, так сказать, вот, захватывают, то, что называется окопы. Сейчас это называется опорные пункты. Вот они опорные пункты украинские захватывают, но в принципе уже линия непосредственно вот прям полоса, да, разграничения, она ушла далеко от Северска. Это и есть самое главное достижение. Что там сейчас происходит? За эту неделю истекшую практически исчезла зона организованного сопротивления в Мирнограде. То есть украинские войска сначала стояли по периметру, отбивались. Сейчас вот это взаимное проникновение, оно привело к тому, что фактически Мирноград уже наводнен отдельными российскими микроскопическими группами по 2-3 человека. Да, и говорить уверенно, что прям там линия фронта какая-то, вообще нет. Это какое-то пятно, каша, в которой идут эпизодические перестрелки. То есть это полная дезорганизация обороны, и в таком виде, если она вот дальше продлится, можно предполагать полную ликвидацию окружения в ближайшие неделю-2 недели. Что касается действий украинцев, как они накопились, почему это стало вдруг сюрпризом. В Северске на этой неделе в сторону Северска были задержаны украинские военнослужащие, группа 3 человека. И еще была группа 2 человека. Значит, они двигались в сторону Северска. И есть даже видео там с ними и так далее. О чем это говорит? Украинская армия восприняла и адаптировала опыт российской армии. Они тоже научились двигаться по 1, 2, 3 человека. Они также точно научились инфильтроваться на занятую противником территорию и осуществлять точно такие же планы. Мы сейчас это увидели конкретно. Насколько у них есть ресурсы для этого, много народу нужно вообще на самом деле. Может быть, у них такого и нет. Но тем не менее, они это используют. Но продвижение есть на юге. То бишь группировка войск «Восток». Да. Запорожская, Днепропетровская область. Да, село Песчаное, про которое ты сказал, имеет важное значение. Значит, вспомним еще раз, как группировка «Восток» форсировала Янчур, предыдущую реку, да, прям сразу в нескольких местах одновременно. Точно так же и сейчас произошли прорывы в 3 местах в городе и в 2 за городом. То есть уже в 5 местах Гайчур форсирован. Нет понятия, приблизительного даже, куда направлены основные усилия, они как бы равномерно по фронту распределены. И вот в этом месте, Песчаное где, там не просто через реку перешли, а прошли через вот эту линию обороны, которая по западному берегу так добросовестно очень выстроена, вся, где там изготовились. Значит, и оттуда можно уже поворачивать и идти, двигаться вниз. И это стандартный прием, я уже говорил об этом, да, российской армии. В общем, он работает постоянно. Теперь, что касается самого города Гуляйполя. Можно точно совершенно сказать, что не менее трети города находится под плотным контролем российской армии. Не под полным, но под уверенным контролем российской армии. И если такие темпы, то можно ожидать через пару недель, тройку, да, к Новому году просто полное занятие Гуляйполя, вообще-то говоря. Если вот так все пойдет, потому что это что-то уж больно быстро. Я ожидал тяжелейших городских боев, которые там упрутся, как в Бахмуте было. Просто, так сказать, сошлись лоб в лоб и все, и месяцами никуда. Да, здесь совершенно все по-другому происходит. Потому что меньше войск в городе сосредоточено украинских. Похоже на то, что у российской армии преимущество гораздо больше серьезнее. По сравнению с тем, что было по Северску. Да, да. И очень большую роль, как всегда, здесь играет
вот, беспилотные силы, FPV-дронах и так далее. То есть уже и украинские комментаторы все пишут о том, что преимущество у России вот в этом роде войск конкретно прям оно наглядное. Но количество войск, перевес, как будто бы ты сейчас говоришь о том самом качественном скачке, качественном переходе, когда все больше и больше тактических кризисов. Да. И это прям вот видно. Если бы тактически, вот то, что происходит на большом, таком длинном участке фронта на реке Гайчер, уже оперативный кризис, уже и не тактический. Ну, да. А вот интересный момент, который мы как раз можем отметить в направлении на Славянск, Дружковку, Краматорск. Мы рассказывали недавно, что было странное какое-то заявление Министерства обороны о прорыве и захвате населенного пункта Клиновое или Клиновое, которое очень далеко, там 12 километров от линии фронта, а все населенные пункты, которые между ними, они вроде как не указаны, не перечисляются. То есть получается, что они в Клиновом, российские войска, сражаются в окружении вообще. И вот сейчас вот пошло приличное очень время, и стало известно о том, что все населенные пункты, там Попасная, все, там много их других, между Клиновым и бывшей линией фронта, они находятся в зоне боев, там идут отчаянные бои. Вот. И вот весь этот рок, который навис. Прям новый выступ. Да, вот этот новый выступ, за него идет сражение. Там трудно сказать, чей там контроль, но, в общем, по большому счету, все это действительно состоялось. Если это не было фикцией, не было ошибкой, действительно такой прорыв был. Операция СБУ в Новороссийске. Украина объявила, что была совершена атака на подлодку «Варшавянка». Россия это отрицает. Есть некоторые спутниковые снимки. Но что там вообще произошло? Ну, вообще-то мы с тобой видели главное. Это снимки видеонаблюдения из порта, строго говоря. Прям сам взрыв мы видели непосредственно, который показывает. То есть кто-то еще взломал систему наблюдения, и украл это видео и его опубликовали. Дело в том, что создать подводный аппарат, по самой мощности взрыва, это близко к торпеде. То есть боевая часть очень приличная такая. Вот. Для того, чтобы создать такой аппарат подводный, чтобы он зашел на мелководье вот, в акваторию защищенную, где стоят военные корабли, потом там огляделся, нашел цель, развернулся и атаковал, необходимо решить очень сложные проблемы. Вот для того, кто такой аппарат создает. Значит, чем кардинально, вот прям фантастически различается ситуация с воздушными дронами и подводными. Воздушные дроны, мы миллион раз об этом уже сказали, они родились из гражданских технологий. Это спутниковая навигация, которая в каждом мобильнике есть. Это... сами дроны, собственно, которые были придуманы. Сами дроны, которые фотографировать. Да, совершенно верно. И продаются именно вот на гражданском рынке для их. Так вот, количество людей, которые хотят купить дрон и с помощью него что-нибудь там поснимать, оно огромное, и возник рынок. А количество людей, которые хотят создать подводный дрон и что-то там под водой разглядеть, и вообще нет. То есть никакого спроса на эту продукцию вот, подводную. Потому что несопоставимая цена производства. Ну, наверное, аппаратов. Но еще и плюс к этому сам аппарат вот, подводный, он же ни черта не видит под водой. Ну, там сколько дальность? Там 3-4 метра, 5 метров. Все. Да. Если очень хорошая вода, там прозрачная, до 20 метров. Ну вот. Поэтому никаких дешевых средств на рынке гражданских, качественных, нет. Все, каждый, кто захочет такой аппарат создать, мил дружок, пожалуйста, к Кульману, что называется, сам, своими ручками, самостоятельно запрягай своих инженеров, все, тебе никакие китайцы ничего не продадут. Поэтому вот у всех наших моряков консенсус, такое единодушие, что
вариант, когда украинцы с силами своего ВПК и своих инженеров создали такой аппарат, исключается полностью. Не могли. Это только страны НАТО, страны, в которых вот такие аппараты уже делаются, в первую очередь Великобритания и США, которые действительно приступили давно к строительству экспериментальных таких аппаратов, к их использованию. Ну, в принципе, это малогабаритная торпеда, но управляемая. Теперь варианты, как это можно было сделать. Со спутника мы видим, что есть небольшие ворота, ну, вход на стоянку, да, закрытую двумя молами, такой квадрат. Он перекрыт, значит, боновыми заграждениями. Время от времени эти заграждения открывают, закрывают, открывают, закрывают. Корабли выходят, заходят, все. То есть он, судя по всему, прошел в подводном положении в тот момент, когда открыли, ну, когда выходил какой-то корабль или заходил, и вместе с ним. Так? Дальше он должен был там на месте определиться, а для этого надо понимать обстановку. Какие-то приборы надо иметь для того, чтобы оператор, и обязательно связь с оператором. Вот сделать полностью автоматический прибор, который сам все, вот искусственный интеллект, все видит, понимает, на сегодняшний день развитие техники невозможно. Это все-таки управление оператором. Один из вариантов такой, что безэкипажный катер подходит к базе военно-морской, сбрасывает с себя, значит, отцепляет вот этот вот аппарат. Сам безэкипажный катер управляется через Starlink, через гражданскую, значит, космическую связь, а от себя тащит за собой тащит этот аппарат оптиковолоконный кабель. То есть он сначала через космическую связь, а потом через кабель уже непосредственно от самого этого судна-доставщика, кто его туда притащил. Да? Таким образом может управляться. Но в любом случае, как только он зашел в ворота, он там должен понять, где кто стоит, разобраться. Командир корабля, любой, который заходит просто в акваторию порта, там, на морскую базу, даже когда он все видит глазами, у него не такая уж простая задача пристать к пирсу, он должен все контролировать и понимать. Это если ты прям на мостике стоишь, управляешь своим кораблем. Если ты под водой ни черта не видишь, если у тебя только гидролокатор, которым ты там прозваниваешь, чтобы понимаешь расстояние до ближайшего препятствия, да, и глубину свою знаешь. Или у тебя какая-нибудь антенна наружу высунута, там ты можешь связаться с кем-то. Ну, это сверхсложная задача. Собственно говоря, и результат-то он такой. Они ведь промахнулись. Метров на 20 промахнулись на самом деле. Но для командования Черноморского флота, вот это тоже уж консенсус всех моряков, это такой звоночек. Первый раз промахнулись, второй раз могут не промахнуться. Никто еще не знает, на какой технологии, собственно говоря, создан этот прибор, этот аппарат, который проник туда внутрь. Есть самый простой вариант, объяснение такое, да, это удар был нанесен никаким не подводным аппаратом, а баллистической или крылатой ракетой. Но, во-первых, ПВО засекло бы, что летит, да, и мы бы все-таки об этом узнали. А во-вторых, у нас есть официальное заявление представителя Черноморского флота, который признает, что это был подводный аппарат. Информация, распространенная спецслужбами Украины о якобы уничтожении в бухте новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок, не соответствует действительности. Попытка противника провести диверсию при помощи подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, дислоцированные в бухте новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи в результате диверсии не получили повреждений и несут службу в штатном режиме. Тогда можешь коротко, почему Украина не способна вот такие аппараты собрать? У них есть флот, у них, как мы знаем, есть эти беспилотные катера Магура, ноу-хау, собственно. Я понимаю, что беспилотные катера гораздо более понятная, простая технология. Просто что вот сложного в этом? Задачи, которые были решены при проникновении, подводном проникновении на территорию военной базы,
выборе цели, ориентировании, и все это в подводном положении. И я уж спросил, мне уж сообщили, что вода там мутная, ни черта там не видно, никакие видеокамеры помочь ему не могли. Да? То есть, по каким приборам он шел. Эти все задачи настолько сложны, что тебе не флот нужен и не катера Магур, а тебе нужен свой научно-исследовательский институт или крупная фирма военно-морская, которая производит сложные подводные устройства. На Украине таких нет. Вот, собственно говоря, и все. Как быть в такой ситуации вообще, в принципе, флотским людям? То есть, безотносительно, там, украинский флот, там, российский и так далее. Вот капитан российской атомной лодки присылает фотографию. Американская атомная подлодка после дальнего похода возвращается домой. И вот она заходит, как в туннель, в такое укрытие, сваренное вот из швеллеров, и вниз на глубину там, определенную, чтобы торпеда не прошла. А также точно это укрытие продолжается. То есть она и сверху от крылатых ракет защищает, и снизу. Вот таким вот образом сделано. Причем сделано очень давно. И, судя по всему, это вообще у них практика обычно. Ну вот, прошла встреча в Берлине с Зеленским. Идет вовсю подготовка к соглашению. Вроде как какой-то проект согласован. Но как согласован? Насколько мы знаем, результатом этой лихорадочной деятельности, как-то прям, мне кажется, уже чтобы десятки визитов друг к другу, там, кто с кем встречался, я уже нить потерял. В результате этой деятельности исходный вариант изменен. Туда внесены изменения, которые необходимы Украине и ее европейским союзникам. То есть предполагается, что в качестве гарантии на территории Украины будут введены опять войска, так сказать, европейских стран, но уже не НАТО. Ну, этот вариант рассматривался много-много раз раньше. Я не понимаю, что в нем такого нового. Но все те же самые страны, но уже не НАТО. На основании каких-то межгосударственных договоров с Украиной. Утечки рассказывают, оттуда изъят пункт о выводе войск украинских с территории Донецкой области. То есть, фактически все вернулось к исходному состоянию, и я ничего не жду. От этого вообще ничего не жду. То есть, там какие-то перечисленные обязательства Соединенных Штатов для Украины, как они им помогут в случае, если у вас сложится критическая ситуация, да, так называемые гарантии. Вот там это более подробно расписано, но, в общем, во всех остальных пунктах все как бы пришло к варианту, который заранее российские дипломаты и высокие чины там в Кремле объявляли просто, так сказать, неподходящими. И он такое условие выдвинул интересное. Да, эти гарантии безопасности, которые мы, Соединенные Штаты, вам даем, украинцам, они платиновые, так они их назвали, платиновые гарантии. Но действует это предложение очень короткий срок. То есть, там буквально до Нового года. Не захотите, уже больше не будет таких гарантий. Вот тебе ничего не напоминает? Ну, это просто бизнес-практика, когда заманить с горящим предложением. Это стандартный ход продавцов недвижимости. Вообще любых продавцов. Постоянно горячие скидки, которые вот сейчас, если ты не их купишь, то они сгорят. Абсолютно. Значит, вот. Но для Трампа, конечно, для Трампа, как и для продавца недвижимости, это просто... Вот такие трюки он как бы заводит в практику американской дипломатии. Меня это позабавило. Ну, неужели Зеленский сам такой уже ушлый продавец не понимает, что означает скидка по времени? Есть по объему скидка, а есть по времени скидка. Ну вот. На коллегии Минобороны Белоусов, в частности, заявил, что бюджет НАТО будет увеличен в 1,5 раза. И это свидетельствует о том, что Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией. Но так-то оно так. Но очень много зависит и еще от твоего профессионализма, от опыта твоего, как ты эти деньги освоишь, как ты, в какую, в конце концов, концепцию войны это все выльется. Вот совсем только что буквально мы увидели такую рекламную подборку фотографий в Соединенных Штатах, элитная часть
значит, копает в подготовке рубежа обороны или там района обороны инженерные сооружения, подземные, капониры, там, окопы и так далее. И вот все это так показано, как это все делается, техника там привлекается. Когда смотришь на эти сооружения и видишь фотографии подземных дорог, которые шахтеры выкапывают там в Донбассе, понимаешь, что американцы находятся просто за пределами опыта современного военного. И все эти машины, которые они там в капонирах оставили, они полчаса не проживут. Полчаса не проживут. Они вообще не замаскированы, в принципе, да, понимаешь? И вот эта картина выкопанных ходов, там все, так сказать, которые еще и в качестве такого, ну, как бы рекламного хода распространены, да, она просто оказывает полное непонимание вот многими американскими военными чинами тех фантастических изменений, которые произошли в военном деле. Да, только мы обсудили на прошлой неделе стратегию национальной безопасности, новую американскую, и вот теперь российский значимый документ, ну, доклад. Итоги года, да, коллегии Минобороны, на которые обсуждались, и на которые были представлены все важнейшие направления развития армии, в ВПК, подводились итоги СВО за этот год. Ну, вообще-то говоря, все это вместе сведенное в доклад, это и есть документ. Он на бумаге, его можно распечатать. И все, кто вот из наших подписчиков захочет, посмотрит на сайте Министерства обороны, может его найти и целиком прочитать. Он очень обширный. Его в нашем формате полностью обсудить невозможно. Он прошелся там вот целиком по всему периметру, я имею в виду белоусов, и военное образование, и его реформа, что там необходимо срочно преподавателей с боевым опытом, потому что очень много преподавателей преподают офицерам, которые никогда не воевали, представляешь? Ну, это нормально, да, потому нормально. Что мы жили в мирное время. Да, а теперь вот надо срочно исправлять ситуацию. Военная медицина, снабжение, выпуск новых видов вооружения, черт смысл там только нет, все. Поэтому я остановлюсь буквально на нескольких вещах, которые мне показались интересными, важными, и все. На этом закончено. Но для меня это существенные вещи. Ну, во-первых, обрати внимание, что в 2022 году, когда всякие обсуждения шли и так далее, очень часто употреблялось слово «победа». И все гадали, в том числе и я пытался сформулировать, как, значит, выглядит победа, что это такое. Этого слова вообще нет. Сейчас только цели, достижение целей спецопераций. Но цели, они меняются по ходу, значит, дела. Мы сейчас видим, что вот неожиданно произошла территориальная уступка со стороны России. То есть Путин согласился остановиться в Запорожской области, Херсонской, в том месте, где проходит линия боевого соприкосновения. Да? Раньше разговор шел о всей территории, так сказать, в административной границе, теперь вот нет. То есть цель такая штука подвижная на самом деле. Тебе... А вот сколько настоящая победа, как вы выразите, это более сложная задача. Поэтому просто отмечаю это. Очень много разговоров шло о темпах продвижения, наступления. Вот ты говорил о количестве населенных пунктов занятых. Кстати, городов среди них очень немного, совсем. Но вот сейчас вот все ждут падения Мирнограда. В общем, продвижение группировок войск Восток, Запад и Центр увеличилось в 1,5 раза, и все, значит, это отмечают. Я хочу сказать, что, конечно, главная фраза его, я имею в виду министра обороны, там такая, что в следующем году сохранение темпов и увеличение темпов продвижения, они называют темпами наступления, ключевая задача. Вот это самое главное. Понимаешь, все, ничего не меняется, все продолжается так, как было. Пока какого-то не случится дипломатического прорыва. Да. То есть Министерство обороны ни на что не обращает внимания, все продолжает действовать, как и действовало. И это за собой влечет огромные выводы, большие, так сказать, в части там, траты денег, военного строительства и так далее.
Вот. Очень любопытные замечания по поводу развития вот этих войск новых беспилотных систем. Да? Но я, честно скажу, я вот в том, что он объявил, что настоящее окончание формирования беспилотных систем произойдет только в следующем году, в 26-м. Весь год еще на это. Логично. Да, я как раз в этом вижу трезвый подход, и они столкнулись с задачей невиданной сложности, потому что такого никогда ни у кого не было. И ни с кондачка, ни по-быстрому делают, как бы с подходом такого настоящего менеджера-управленца. Ведь есть еще другой подход, общеизвестный. Я На коленке делать. не должен на коленке сделать, а возглавить. Самое главное – возглавить. Быстро, так сказать, все себе подчинить, поставить везде своих людей и получить у себя в руки бюджет. Ну, на эти войска. Вот это вот подход, который в таком среди государственников российских очень часто, в гражданской сфере, да, мы видим. Здесь такого нет. Ну и очень любопытно, то он признал, что до августа месяца этого года у вооруженных сил Украины было преимущество в дронах, количественное. Ты понимаешь, что да, российская армия не сумела так быстро нагнать. Об этом ведь на самом-то деле мы и не видели в официальных отчетах. Первый раз это признание мы увидели. Но в августе случился перелом, и сейчас, уж я не знаю, это все на совести как бы тех, кто оценивает это все, готовит такие доклады, в 2 раза увеличилось количество дронов Российской Федерации, российских военных, в 2 раза. Это очень много, это очень существенно. Кроме того, отдельно говоря про центр Рубикон, но то, что в будущем году еще предстоит через вот эти новые учетные специальности, которые связаны с беспилотниками, прогнать несколько десятков тысяч человек. Но это прямо вот говорит о том, что да, это все, это род войск, который, на нем теперь вся военная операция стоит целиком. Вот. Еще для меня одно примечательное замечание, что войска в этом году начали поступать беспилотники с искусственным интеллектом, которые захватывают изображение, его сопровождают, наносят удары, и утверждается, что в следующем году эти поставки увеличатся кратно. А мы-то об этом рассказывали. Это и есть те самые случаи, когда NVIDIA Jetson встроены в Геране. Да, когда Геране атаковали движущиеся составы и попадали в тепловозы. В тяговые тепловозы, да? То есть не в вагоны, лишь бы куда, там в середине состава, а прямо вот именно в тепловоз. Это четко совершенно подтверждение тому, что мы эмпирически почувствовали, просто рассказали, а теперь мы в подтверждение. С другой стороны, как мы знаем, сейчас происходит небывалое подорожание оперативной памяти, из-за этого вообще всей электроники, и это, возможно, скажется на темпах, на масштабах закупок китайского оборудования. На стоимости самих этих самых... Которые ты же все равно закупаешь у китайцев. Ну, конечно, потому что... Или не у китайцев, даже NVIDIA Jensen, по-моему, они не китайцами конструируются, это же американская компания. В общем, может быть, это уже будут какие-то новые продукты. NVIDIA это были просто такие тестовые аппараты, но тем не менее... То, что в следующем году будет небывалый всплеск цен на многие вещи, это... Да, и я думаю, что если мы помножим количество примененных средств дальнего огневого поражения с искусственным интеллектом на фронте, это десятки тысяч. Если их можно будет купить. Но сразу мы понимаем масштаб. Понимаешь, и с украинской стороны, я так думаю, тоже постараются. Да, мы сразу понимаем масштаб. Но это вот ящик Пандоры открыт. Все. Уже связь с оператором прервалась. Оператор ни черта не видит. Прибор сам определяет, цель это или не цель, в какое место ударить и так далее. Люди погибнут, не погибнут. Просто машина теперь решает. Вот для меня это было важно. Если продолжать тему искусственного интеллекта, то мы все-таки впервые официально услышали о внедрении этого системы Купол. О ней было известно. Это
как на Западе говорят, ситуационной осведомленности. Американцам, вернее, украинцам она досталась от США. Но, грубо говоря, на тактических планшетах командиры видят все, что знает разведка, одновременно. И они могут принимать какие-то решения там, на поле боя. Значит, оказывается, эта система «Купол» прошла апробацию боевую прямо в группировке войск центра, а в следующем году ее собираются уже во все остальные группировки внедрить. Там интересный момент-то в чем? Не просто командиры тактического звена, там, от командира роты и до командира бригады все это видят у себя на планшете и выбирают. Там же что? И метеорологические сводки, состояние там, атмосферы, и это очень важно. Для артиллеристов очень много данных. Все, что разведка знает, все кладет туда в эти планшеты. Все это видно. Но еще и система рекомендаций. Что это такое? Вот это каждому, мне кажется, нашему подписчику должно быть знакомо. Приходишь ты к врачу, врач заносит в компьютер твои симптомы заболевания, и компьютер делает предположение, оттуда доносится, что у тебя за болезнь, там, допустим, да? А сразу с этим он одновременно уже рекомендует лечение, какие лекарства, там, какие сроки, когда повторный осмотр и так далее, все это. Вот точно так же, как у медиков, теперь у военных, вот, военные рекомендации. Вот я командир, допустим, там, батальона или бригады, у меня вот такая-то обстановка, а задача моя вот такая, допустим, там занять какой-то рубеж. И вот система сразу предлагает, надо сделать то-то, то-то, там, провести бомбардировку этого участка, а начать надо исключительно вот с этого дома, там, предположим, там сидят операторы дронов, да, и после этого там ты планируешь взаимосвязь с тылом, там, подвоз, все это в качестве рекомендаций сделано абсолютно то, что в гражданском секторе, вот, в частности, в медицине, давным-давно уже освоено. Вот. Но рекомендации для военных, они, может быть, приведут к тому, что безумные какие-то решения, которые ведут к прямому просто гибели личного состава, может быть, их станет меньше. Эта коллегия состоялась в день ракетных войск стратегического назначения. И там и этого тоже касались. Да. И Путин в короткой своей достаточной речи, и министр обороны расширенно. Значит, говорили о перевооружении, о том, сколько современных систем, там переход на Ярс, про подводные лодки, которые спускаются. Но вот о чем мы говорили с самого начала, вот сейчас вот точно прям подтверждено. Они «Орешник» вставили в этот доклад про ракетные войска стратегического назначения. То есть «Орешник» у них стоит рядом со стратегическими ракетами, Ярс, там, так далее, все это часть стратегического комплекса. Вот многие почему-то говорили, что вот «Орешника» будем бомбить там кто Киев, кто Днепропетровск, там, кто еще что-то придумывал, да. Не для этого создан «Орешник». Это стратегическая ракета, несущая ядерный удар просто на более короткое расстояние в Европу. И то, что его перечислили в одном ряду со стратегической ракетой, вот просто это подтверждает. Вот и все. И не будет никаких бомбардировок с помощью «Орешника», если это не испытание. Да? Есть еще один момент. Путин упомянул. И, как всегда, успешное испытание «Буревестника», которое в этом году состоялось, и успешное испытание этого подводного аппарата «Посейдона». Про ракету «Сармат» ни слова. Вот. Это очень важный момент. Затяжка с введением ракеты «Сармат», постановкой на боевое дежурство, а без набора серии успешных испытаний. Это резкое, просто, так сказать, выпадение из практики Советского Союза. Без этого нельзя вообще, так сказать, оценить все состояние ракетно-стратегического, не ракетного, а ракетостроительной индустрии. Дело в том, что нельзя разорвать ракетостроение гражданское и стратегическое. Это, в общем, одна отрасль. И там необходимо посмотреть, что они могут, потому что спутники, ведь и Путин, и особенно вот
министр обороны в своем докладе говорили о совершенствовании там, разведки, о том, что надо спутниковую группировку запускать туда спутники, чтобы их было больше и так далее. От американцев отрыв растет фантастически. Ну, как у них это все происходит. Но ситуация такая. Очень давно американцы и вообще Запад, да, запретили что-либо запускать, ну, спутники их производства, с помощью российских ракет-носителей. Тогда еще Протон было. Если у тебя своих спутников нет, которые ты можешь покупателю предложить, а американские, там, европейские тебе запрещаются, у тебя рынок был вот, там, 100 запусков условно в год, а сейчас бам 5. И тебе не на чем рентабельность строить, у тебя нет просто массового запуска производства. У тебя нет массового производства спутников. Ты не можешь каким-нибудь арабам там, или еще кому-то свои собственные спутники. Хорошо, американские не нужны. Вот наши спутники возьмите. Там метеорологические, там, радиолокационные, какие угодно. Китай свои спутники производит в полном объеме, да, как положено под каждый. Индия? Представь себе, и Индия тоже чуть-чуть строит. Нет, я имею в виду производство в Индии. То, что ты говорил буквально на прошлой неделе про возможное сотрудничество в сфере производства. У них своя ракетная программа, они свое хотят запускать. Но на рынок, большой рынок для других стран, да, ты либо свои ракеты со своими спутниками производишь, либо никак. Вот здесь такая штука получается. И, в общем, предприятия ракетостроительной отрасли России находятся, многие, не все, но многие из них, в очень сложном финансовом положении. Есть отставание от графиков огромное, так называемое движение вправо. Вот можно посмотреть даже, как обновляется группировка спутников ГЛОНАСС. Ну, это же гражданская, на самом деле, уже технология. Это наши смартфоны, это Яндекс.Карты, в конце концов. Вот. По сравнению с тем, как группировки спутниковые, навигационные обновляются в других странах. Да? Все это. Поэтому вот то, что в докладе министра обороны ни слова про эту ракету «Сармат», это не просто так. Это не в одном месте прокол. Это сложное положение целой отрасли. На самом деле, конечно, вот недавно сдали космодром окончательно, я имею в виду восточный, но огромное предприятие, там десятки квадратных километров, прямо он по последнему слову техники сделан и так далее, все это. То есть баланс существует, какие-то достижения тоже есть. Но в общем и целом это для меня важный момент, что про «Сармат» ни слова. В этом году были протестированы разные новые вооружения. И в прошлом году, но есть какие-то планы на будущее? Ну вот, мы же из доклада узнали, заступил на боевое дежурство полк зенитно-ракетного комплекса С-500. Да. Значит, самый современный это С-400. Интересно, что Эрдоган, по данным Bloomberg, попросил Путина забрать у него назад С-400, потому что американцы не могут его включить в программу, Эрдогана, Турцию, в программу производства этого стелс-истребителя F-35. И они вместе в одной стране не живут. И если Турция узнает, какие недостатки у F-35, С-400 получит преимущество кардинально. То есть надо их развести. Нельзя, чтобы одна страна знала секреты и этого, и этого. Понимаешь? Ну, как любопытная деталь. А тут вот С-500. Она сбивает спутники. Ну, впервые в российской армии. То есть у нее высота поражения 200 километров. Значит, мы знаем, что граница космоса 100 километров. От 100 километров вверх уже там это космос. Вот она прям в космосе от 100 до 200 километров сбивает спутники вообще. В принципе, такие эксперименты делали 5 стран. Мы их называли. А вот система, которая просто это делает на постоянной основе, уже штатная, которая просто с конвейера вот сходит, да, она вот впервые. В Соединенных Штатах существует система борьбы с ядерным нападением на флоте. ТААТ называется. Они ее привозили и устанавливали в Израиле, когда Иран начал бомбить Израиль.
вот эта система, она, кстати, показала себя не так хорошо, как вот они и говорили. Ну, показала, сбивала она иранские ракеты. Правда, ракеты эти так, пальцем деланные, скажем, с точки зрения ракетостроительной индустрии, но тем не менее. И С-500 отличается тем, что он универсальный комплекс, который разными ракетами стреляет. Ну, надо зарядить, правда, разные ракеты. И сбивать не только спутники, но он и сбивает и самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и так далее. Все по всему конкурсу. У него в подпорку необходимо рядом ставить части, которые вооружены зенитными комплексами средней дальности. Точно, чтобы они не подпускали, чтобы они сам этот комплекс охраняли. То есть точно так же, как на Украине стоит вот эта батарея, обрезанная наполовину батарея Патриот, а вокруг нее располагаются зенитные какие-то установки, которые этот Патриот охраняет. Вот ровно так же. Это первый полк. Я так думаю, это будет сейчас эксперимент. Сейчас будут смотреть, как он себя показывает. Но достижения колоссальные. Этот коллектив научный «Алмаз-Антей», он, конечно, имеет вот прямо очень большие, так сказать, потенции после окончания специальной военной операции на международном рынке. Если уж ввели С-500 здесь на вооружение, то все изделия, наработки зенитных комплексов, которые вышли из головы его инженеров, конструкторов, на международном рынке будут продаваться как пирожки горячие. На этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ну и, конечно, призываем вас подписываться на наш канал. Всех, кто это еще не сделал, нам это здорово помогает. Спасибо всем, кто нам помогает на Бусти. Приглашаем традиционно всех в Телеграм к нам. Да, и до следующих встреч. Надеюсь, вам было сегодня интересно. Да, в следующем выпуске у нас, если что, будет подведение итогов года. Важное событие. Да, и к этому обзору мы готовимся давно. Спасибо вам. Всего хорошего.